Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Вы говорите конец гендерным стереотипам, а Чонгук их рушит. Чонгук использует спрей для тела от Victoria's Secret. Он носит одежду унисекс от брендов, которые продвигают идею о том, что у одежды нет гендера. Чонгук любит свою косметику. Он с легкостью принимает то, что его ошибочно назвали принцессой, и не исправляет этого, а еще использует розовую косметичку. Чонгук однажды сказал: отличный стиль – это носить то, что хочется, не обращая внимания на гендер. Девятое место. Чонгук действительно его малыш. Восьмое место. Совпадение или нет? Эти параллели. Это уже не просто совпадение. Гордость родителей. Гордость страны и всего мира. Схожая энергия от них исходит. Береты. Этот Чонгук с этим Тэхёном. Эти ноги на этих плечах. Седьмое место. Тэхён так нежен с Чонгуком. Шестое место. Поведение пары. Ревность Чонгука. Как за одну секунду изменилось лицо Чонгука. Что бы ни происходило, им весело вместе. Тэхён спросил: у тебя возникает дежавю, когда ты со мной?
Они такие магниты. Пятое место. Я игнорирую все, что здесь происходит. Который год в шоке от их выдержки. Четвертое место. Забота. Особая забота – кормить друг друга. Атмосфера похожа на дораму, где вы сопровождаете своего партнера на корпоративное мероприятие, и смотрите, как Чангук аккуратно поправляет одежду Тэхёна. Это слишком мило, и обожающий взгляд обоих никогда не меняется. Они очень милые. Третье место. Новости Чангука и Тэхёна. Завтрак Тэхёна, рис, суп из кальмара и редиса, жареная ветчина, водоросли, кимчи из пекинской капусты, соевое молоко. Завтрак Чангука, рис, рыбный пирог в бульоне с тофу, жареные сосиски с кетчупом, тушеное рагу из перепелиных яиц и перца, кимчи из пекинской капусты, мандарина. Обед Тэхёна. Каша из красной фасоли, рис с овощами и паста из красного перца, рагу из тыквы с соевой пастой, жареный тофу с соусом, ростки фасоли с приправой, кимчи из пекинской капусты. Обед Чангука. Смесь риса, морепродукты с соевой пастой, куриные ребрышки в соусе, брокколи с пастой из красного перца, кимчи из пекинской капусты, фруктовое желе. Ужин Тэхёна, рис, суп из сушеного минтая, жареная свиная грудинка осьминога и креветки, приправленный огурец, молодой редис, кимчи, газированные напитки, молоко. Ужин Чангука, рис с яйцом и луком, заправленный майонезом, грибной яичный суп эноки, мини-котлеты из свинины, абакчи приправленный, кимчи из китайской капусты, молоко. Брат Чангука поделился фото со службы в армии. Новые фото с Бами. Сегодня Тэхён прибыл в главное управление школы. Он прибыл в отдельное антитеррористическое здание, а начиная с завтрашнего дня Тэхён пройдет 3 недели обучения и усиленной подготовки. Многие бывшие стажеры описывают дополнительное обучение ДЭТ в Чонхонгё как суровое и сложное, обучение сложное и во многих отношениях интенсивное. Некоторые не могут справиться с процессом и решают уйти из школы,
Ребята плачут, разговаривая по телефону с родителями. Физические тренировки можно проводить до поздней ночи, а иногда и всю ночь. Прославленные офицеры ВМФ, армии, морской пехоты, ВВС и других будут обучать новобранцев следующим навыкам: утренняя пробежка, обучение использованию автоматических мишеней с боевыми патронами, обучение при коррекции осанки, прицеливание и отработка навыков боевой стрельбы КБ, техника внутреннего мобильного боя в закрытых помещениях и в узких пространствах, боевая подготовка на ближней дистанции, обучение спасению заложников, обучение использованию техники и технологий спецназа. Кстати, Тэхён будет тренироваться не только со своими коллегами-стажерами ДЭТ, но и с будущими морскими пехотинцами, военно-морскими силами, военно-воздушными силами и так далее. Эта школа была построена в 2011 году и является одним из лучших учреждений с лучшими условиями и оснащением, и хотя обучение там сложное, сообщается, что слушателям ДЭТ предоставляются личное время, использование магазина и супермаркета, просмотр телевизора, в том числе 15 минут новостей, чтобы не быть отрезанным от мира, вкусная и сытная еда. Визиты родственников будут возможны на третьи выходные, пользование телефоном в течение 3 часов в будние дни, чаще с 18:00 до 21 часа ровно, и 12 часов в выходные с 8 часов ровно до 21 часа ровно. Стажеры могут публиковать свои фотографии, находясь внутри базы, при условии, что на них не показаны подразделения, местоположение, оборудование, оружие или другие учебные материалы или персонал. О мете Чангука. По сообщениям корейских СМИ, от 18 числа Чангук продолжает служить в 5-й пехотной дивизии. По итогам второго тура классификации Чангук был зачислен в артиллерийское подразделение, одна из 4 бригад 5-го дивизиона, символом которого является белый медведь. Немного о процессе распространения. Чангук был приписан к этой бригаде согласно существующей классификации лагеря Инчхон. На второй неделе учебного лагеря их посетили военнослужащие, чтобы выбрать стажера посредством собеседования. На 4 недели происходит первая классификация всех солдат, за исключением солдат, отобранных на 2 недели. В присутствии родителей, по желанию, процесс отбора отображается на компьютере в форме лотереи. За прозрачность и справедливость окончательное распределение происходит на 5-й неделе. Специальности классифицируются по индивидуальным способностям, и вопрос решается после 5 недель обучения. Артиллерийские дивизионы могут иметь разные виды артиллерии – гаубичная, пушечная, минометная, противотанковая, разведывательная – и могут дислоцироваться в разных местах. Но так или иначе артиллерийская бригада 5-й дивизии Чангук, входящая в состав Ви-корпуса передовой, находится на передовой линии. Хихарт Радио разместили фотографию Чангука в своем Инстаграм в поддержку голосования Хихарт Радио Music Awards. Только Голден и Лэйоува, альбомы корейских солистов, номинированные на звание «Любимый дебютный альбом» на Хихарт Радио Awards 2024. Я так горжусь Тэхёном и Чангуком. Новые фото Тэхёна с церемонии. Dreamers Чангука превысила 90 миллионов прослушиваний на Melon Music. Это его вторая песня, преодолевшая эту отметку. Агентство Аю. Мы хотели бы сообщить вам о том, что
что название песни «You Love Wins», которая выйдет 24 января в 18 часов ровно, с сегодняшнего дня изменено на Love Wins All. Мы решили изменить его, чтобы проявить уважение и поддержать каждого, кто выбирает свою форму любви, но также мы принимаем мнение тех, кто выражает обеспокоенность тем, что ценный посыл песни может быть размыт из-за названия. Мы надеемся, что оригинальное послание песни будет передано, никого не ранив, поскольку любовь в каждом ее проявлении побеждает все в мире без ненависти. Один из фанатов не смог дождаться доставки журнала Harper's Bazaar и пошел лично в книжный оффлайн-магазин, чтобы скорее купить выпуск. Когда он рассчитывался за покупку, двое сотрудников за стойкой обменялись понимающими взглядами и улыбнулись. Он уточнил, почему те улыбаются, и они ответили: «Ничего такого, просто у нас было слишком много посетителей, которые купили именно этот журнал сегодня». Такую красоту ждать невозможно. Сканы с Тэхёном из журнала «Базар». Реклама Тэхёна в Сингапуре за победу в голосовании Best Position Awards от APIC. Аю. Любовь побеждает все. Краткое содержание, научная фантастика, фэнтези, мелодрама, ужасы. Два человека отчаянно убегают от чего-то. Усталое лицо, потертая одежда. Этим двум людям удавалось выжить до сих пор, полагаясь друг на друга. В здание вошли, чтобы спрятаться. Там свалены груды человеческой одежды. Что здесь случилось? Что случилось с людьми? Сим Инвест в Инстаграм. Для настроения. Второе место. Это так интимно. Тэхён, мы дико извиняемся, но что это такое? Тэхён доминирует. Я смущаюсь. Кресло для обычных людей и кресло Чонгука. Претендуя на свою территорию.
Чангук и Тэхён забыли, что такое личное пространство. Помните это пусанское безобразие? Первое место. Как Чангук всегда старается класть руку поверх руки Тэхёна. Вот такие моменты больше всего мне нравятся. Я хочу с вами серьезно поговорить. Многие пишут, что Чангук грустный, взгляд потухший, несчастный весь, потерянный, все плохо, жизнь тлен. Ну, видимо, вы плохо знаете Чангука. Он человек, закрытый от мира, и то, что он откровенно общается с нами, не значит, что так же он ведет себя на людях. Это касательно вашего впечатления о том, что он выглядит не таким в армии, как мы привыкли видеть его на эфирах, допустим. Хотя и на них он приходил к нам разным. Касательно грусти. Во вчерашнем фото ею и не пахнет. Он стоит и уверенно, целеустремленно смотрит вперед, хмуря немного брови. Где вы там рассмотрели, драму не пойму. Касательно сегодняшнего фото. Учтите, что его фоткает брат, родной человек, при котором не нужно надевать масок. А еще он знает, что этот кадр предназначен для армии, поэтому такой вот стоит наш настоящий. Скорее, Чангук немного уставший от суетливого дня, с легкой улыбкой на губах, но вы ее почему-то не замечаете, но зато вы разглядели депрессию в его взгляде. Чангук – это Чангук, всегда откровенный и спокойный. Никто не страдает, да, безусловно, он все еще подстраивается под реальность, как и все мы, но принятие уже произошло и наступает адаптация. Не волнуйтесь сейчас за Чангука, он мудрый и сильный человек, у него все хорошо ровно настолько, насколько позволяет ситуация. Да, очевидно, что он скучает по Тэхёну, и то же самое касается Тэхёна. Но он справится, вернее, они оба справятся, и тогда их встреча станет самой долгожданной, после которой они окунутся в любовь друг друга с головой. Это будет горячо и в то же время мягко и нежно, так, как они умеют. А пока нам просто нужно подождать. Не забывайте тот факт, что у них здоровые отношения, в которых нет места токсичности, грубости или безразличию. Они доверяют друг другу, а мы должны доверять им. Чтобы почувствовать их любовь, не нужно громких слов, достаточно посмотреть на их взгляды, теплые улыбки, предназначенные друг другу, нежные касания. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.